Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему разговора с душой загаданного человека. Мы посмотрим с вами чувства и желания на уровне его подсознания. У нас будет первая, вторая и третья позиции. Кому нужно, ставьте на паузу. Выбирайте свою. Тайм-код будет указан в описании под видео. И начиная с первого варианта, начиная с первой позиции, давайте будем смотреть, что же он затаил вот именно на уровне подсознания. Поговорим мы с душой загаданного человека. Посмотрим, что же он думает, что же он чувствует по отношению к вам. Итак, первая позиция, единички. Давайте посмотрим, что думает о вас загаданный человек. Именно о вас. Не о ваших отношениях, а сначала о вас. Что он думает о вас? Вы знаете, а он считает, что у него есть соперник. Он считает, что вы увлечены другим мужчиной. Причем у кого-то это может быть мужчина из прошлого. Но, знаете, мечевый король, он, как правило, сам по себе символизирует соперника. И тот, на кого вы смотрите, считает, что вы несколько отдалились от него по той причине, что есть у него соперник. Причем, вы знаете, здесь он сам может быть не свободен, потому что много фигурных карт, как правило, указывают на то, что есть влияние третьих лиц. Либо же вы в стабильных отношениях с другим мужчиной находитесь. Также абсолютно не исключаю того, что у вашего загаданного человека есть тоже кто-то из женского пола, кому он может уделять внимание наряду с вами. У многих вообще может отыграться такое, что человек вот именно женат, поэтому очень много влияния третьих лиц, и он считает, что вот именно этот момент, он служит поводом для того, чтобы между вами образовалась, вот знаете, некая дистанция, некое такое отдаление. А что думает о ваших отношениях? Нужно что-то менять. Вот так, как есть у вас, продолжаться не может, нужно что-то менять. Причем, вы знаете, здесь речь идет о создании семьи. Здесь даже человек может всерьез задумываться о том, чтобы менять одного партнера на другого. Допустим, если вы в других отношениях, если он в других отношениях, здесь он всерьез может задумываться о том, чтобы развестись, да, с одной спутницей и отдать предпочтение другой. И в данном случае здесь вполне может речь идти о том, чтобы вот именно вам отдать предпочтение, потому что вас он видит, смотрите, пентаклевой королевой. Это та женщина, которая идеально подходит на роль жены, на роль матери. Поэтому здесь мысли-то такие достаточно серьезные. Я бы сказала, что он готов даже состязаться вот этим своим соперником, он даже готов отстаивать как-то свои права, свои позиции. А что он чувствует по отношению к вам? Какие у него чувства? Какие у него чувства по отношению к вам? Чувствует себя жертвой. Ему плохо, ему тоскливо. Скорее всего, вы в паузе. И он закрывается от этого состояния, он закрывается. Готов идти навстречу, но здесь, знаете, какой момент? Вот он считает, что да, он может состязаться вот с этим своим соперником, с вашим избранником, да, либо с тем, кому вы можете отдавать предпочтение, но в чувствах у него не то чтобы раздрай, а такое состояние, когда он не полностью в себя верит. Он не верит в себя, он закрывается от своих чувств, потому что есть момент, либо связанный с низкой самооценкой, либо связанный с тем, что вот мой соперник, он на самом деле сильнее меня, и мне от этого сложно. Поэтому здесь ситуация на самом деле не совсем простая.
И он считает, что вы действительно отдаляетесь, что вы действительно как-то, вот знаете, холодны. Возможно, в нем была причина. Он как-то неправильно себя вел и спровоцировал такого рода ваше поведение. Тем не менее, здесь вот прям, знаете, по чувствам все сложно. И он порой ведет себя как ребенок, потому что эмоции здесь есть. Да, он от них закрывается, но он закрывается, потому что он чувствует себя обиженным. Он чувствует себя растерянным, потерянным. И на самом деле он хочет проявлять заботу о вас. На самом деле он понимает, что если вот развивать вот эти чувства, которые у него в душе по отношению к вам присутствуют, то вот эти чувства, они могут просто вот настолько глобальные масштабы приобрести, настолько вырасти может это чувство, да, то есть из симпатии, хотя здесь больше, чем симпатия, я бы не сказала, что здесь вот прям симпатия, здесь такие вот серьезные эмоции, когда человек понимает, что вы друг другу вот именно по судьбе. Единственное, что вот он борется, он как-то вот из-за того, что вот такая противоречивая ситуация, он не может позволить себе полностью в эти эмоции по отношению к вам погрузиться. Скорее всего, человек не свободен, но здесь много третьих лиц. И у большинства отыграется такое, что есть женщина, которую он может рассматривать на роль своей спутницы наряду с вами. У кого-то это постоянная его супруга, у кого-то это вот именно ваша соперница, которая действительно может составлять вам конкуренцию. И я не могу сказать, что он как-то вот ее отвергает, да, он в какой-то момент может ее действительно рассмотреть как такую кандидатуру весьма серьезную, но из-за того, что человек не верит в себя, из-за того, что здесь нужно будет вот именно бороться и приступать к каким-то серьезным переменам, у него вот такой вот раздрай в душе. А каких отношений он с вами хочет, давайте посмотрим. Ну, собственно, про семью здесь уже шла речь. Он очень хочет развития. Он очень хочет развития, но он понимает, что ему хочется комфорта и спокойствия. Судя по всему, в тех отношениях, в которых он либо находится сейчас, да, либо которые до сих пор вас связывали, это был полнейший раздрай. Это его истощило эмоционально. И он хочет таких отношений, где будет полная гармония и взаимопонимание. Судя по всему, у вас есть все шансы для того, чтобы к такому пониманию прийти. Но он хочет, чтобы игра была полностью по его правилам. Он не будет подстраиваться, он будет диктовать условия, а ваше дело уже их принять. Но он на ваши условия, да, на ваши какие-то где-то манипуляции, где-то требования просто не пойдет. Ему нужно, чтобы все было так, как он говорит. И он это совершенно четко осознает, потому что человек настрадался, человек измучился, ему хочется спокойствия, ему хочется отдохнуть, потому что, судя по всему, у него жизнь весьма насыщенная. Это какая-то вот ответственная должность, да, вот по работе, по каким-то делам, которые требуют от него отдачи. Поэтому ему хочется приходить домой и чувствовать себя настоящим императором, чувствовать вот эту вот семейную поддержку, которую, по его мнению, вы можете ему дать при грамотном подходе, да, но опять же он только свои условия будет диктовать и требовать того, чтобы его видение, его какие-то вот предложения только приняли, ну ни в коем случае не отвергали. А куда ведет его интуиция и подсознание? Что же на уровне подсознания-то у него к вам? Что на уровне подсознания? Он считает, что вы идеально подходите друг другу. Вы настолько друг друга понимаете, что союз ваш, он будет очень гармоничным. И он считает, что все обиды нужно обязательно забыть. Вот он сейчас стоит перед выбором. Вот туда или сюда, да или нет. И осознает, что да, многое от него зависит. Но вот этот момент, когда он в себя не верит, он его, конечно, очень подкашивает. Но здесь присутствует и чувство, эмоциональная составляющая, и здравый смысл, когда человек с точки зрения прагматики подходит к тому, что да вот он мой идеальный союз.
вот с этой женщиной, да, то есть с вами, я смогу построить то, что мне нужно. Она меня будет понимать, я буду ее понимать. Здесь есть в этом союзе все, что нам обоим нужно. Мне осталось только сделать выбор, осталось сделать шаг, поверить в себя. А он такое чувство, что вот в себя не верит. Ему очень хотелось бы вернуться к такому формату отношения, который у него уже когда-то был, и, скорее всего, именно с вами. Потому что шестерка кубков – это возвращение в какие-то приятные моменты из прошлого. И у большинства здесь отыграется пауза, вот зависшая какая-то ситуация, из которой человек стремится выйти. И он понимает, что здесь действительно нужны перемены, и он хочет этих перемен. Просто есть некий такой момент недоверия. И посмотрите, карта правосудия. Вам нужен какой-то, знаете, такой разговор, который будет не на эмоциях, а который будет осуществлен очень спокойно, и вы сможете расставить все точки над «и», ответить на все волнующие вас вопросы. И у многих здесь действительно отыграется такой момент, когда для того, чтобы шагнуть в новую страницу ваших отношений, в новый этап ваших отношений, предстоит завершение каких-то других взаимоотношений. У кого-то даже отыграется расторжение брака, да, расторжение одного и заключение другого. Поэтому вот такой момент у единичек. Я благодарю всех за просмотр. Буду благодарна всем за обратную связь. Давайте пойдем с вами ко второй позиции. Поговорим с его душой. Чувства и желания на подсознании. Итак, что он думает именно о вас как о женщине? Ой, ну женщина мечты. Вот я мечтал и встретил тебя. Ты идеальная, ты замечательная. Я готов тебя покорять, я готов тебя очаровывать. Ты настолько таинственная, сколько бы я тебя не завоевывал, сколько бы я тебя не очаровывал, не покорял, всегда ты остаешься манящей, притягательной, загадочной. Ты настоящая женщина, ты умеешь держать вот именно меня в тонусе, потому что вот этот инстинкт охотника — очаровать, завоевать, покорить — это то, чем человек живет. Его это настолько заводит, такое ощущение, что именно такими он видит идеальные отношения. И в вас он находит вот как раз-таки все те качества, которые необходимы ему для того, чтобы он имел возможность выстроить вот эти вот идеальные отношения. Он хочет быть охотником, он хочет вас завоевывать, он хочет разгадывать вашу тайну, он нуждается в вашей вот в этой вот лунной энергии. Он считает, что вы вот просто умеете вскружить ему голову. А что он думает о ваших отношениях? Ну, это подарок судьбы, это счастливый шанс. Это счастливый шанс, и шансом нужно воспользоваться. Здесь союз, идите навстречу друг другу. Я даже третьих лиц пока не вижу. Здесь, знаете, вот какие-то моменты, есть какие-то моменты, которые его омрачают. Пятерка кубков — это, знаете, либо ошибки, которые он совершал, но он понял, либо же такие моменты, которые является ложкой дегтя в бочке меда, но он оптимистично смотрит на вещи, он считает, что вам просто нужно идти в союз. Да, возможно, есть какие-то препятствия, но у каждого по-своему. Давайте посмотрим, с чем они связаны. Девятка кубков. Кто-то пока хочет еще, вот знаете, наслаждаться жизнью, да, вот кто-то не готов идти в серьезные отношения, хочет еще такой романтики, конфетно-букетного периода. Возможно, он сам еще не дозрел до чего-то серьезного и хочет вот именно такого более романтичного формата отношений. И, скорее всего, он осознает, что вы на меньшее не согласитесь, на меньшее, чем семья, на меньшее, чем серьезный союз. Вот сказала, что третьих лиц не вижу, видимо, поторопилась. У кого-то здесь все-таки будет отыгрываться такое, что, посмотрите, и Луна, и девятка кубков могут символизировать невозможность вступить вот именно в серьезные отношения по различным причинам. Да, у кого-то это действительно третьи лица, у кого-то это какие-то тоже весомые обстоятельства, и этот факт его расстраивает. Тем не менее, он вами восхищается, и он считает, что вам
Просто нужно идти в счастливый, в гармоничный союз. А уже докуда вы дойдете, да, насколько глубоко вы зайдете, либо это будет уже совместное проживание, семья, либо это просто будут романтические легкие отношения. У каждого по-разному, у каждого по-своему. Но человек действительно считает, что вы его счастье, вы его счастливый шанс. А какие чувства он испытывает к вам? Какие чувства он испытывает к вам? Очень сильное притяжение, страсть. Вот его безумно к вам влечет. Причем, вы знаете, здесь притяжение не только на уровне того, что человеку просто сносит голову, просто он теряет над собой контроль. Здесь еще он видит в вас надежного человека, достойного друга, человека, который может его понимать, умеет его понимать, человека, которому он может доверять. Он благодаря вам сумел залечить все свои былые раны. Вот знаете, все тревоги, все печали. Благодаря общению с вами он их все забыл. Все у него стало хорошо и замечательно. Во всяком случае, гораздо лучше, чем было до встречи с вами. А каких отношений он хочет с вами? Чего он хочет вообще? Каких отношений он хочет с вами? Вы знаете, вот именно тайных, вот именно таких романтических, когда нет четкого статуса. И у многих, смотрите, вот все-таки отыгрываться может то, что есть какая-то еще барышня на примете, у кого-то это бывшая, которая так или иначе каким-то образом напоминает о себе, и человек не может как-то вот отвязаться от нее. У кого-то это нынешняя женщина, от которой он зависит каким-то образом, да, то есть здесь есть взаимодействие, и он не хотел бы сейчас никакой такой вот стабильности. Действительно, неопределенность, конфетно-букетный период, это тот формат, который он сейчас может себе позволить. Это действительно так. А какой... Так, куда ведет его интуиция и подсознание? Вот, куда вообще ведет его интуиция, подсознание? Какой формат хочет, а куда? Он считает, что ему нужно стараться вкладываться, ухаживать за вами, заботиться о вас. Нет, все-таки у большинства здесь будут отыгрываться третьи лица, будут отыгрываться треугольники. И вы знаете, честно сказать, на что-то большее, чем романтика, он пока действительно не готов, не согласен. Он будет за вами ухаживать. Возможно, здесь связано с работой ситуация. Он с этой вот мечевой королевой может быть связан какими-то официальными делами и вопросами. И ему просто никак не выйти из этих деловых отношений, поэтому придется принять вот этот вот неопределенный формат для того, чтобы ему... Ну, не то чтобы усидеть на двух стульях, а и рыбку съесть, и сковородку не помыть, да, чтобы у него все ему удалось. И рабочие отношения сохранить, и с вами романтические, вам не потерять. Вас не потерять. Но здесь человек, я могу сказать, что вами дорожит. Просто есть определенного рода обстоятельства. Эти обстоятельства от него зависят, да, и он о них сожалеет, когда он просто не может себе позволить более такой, да, двойка жезлов, не могу себе позволить пока, более серьезный, более стабильный формат отношений. Но в дальнейшем будущем все возможно, потому что звезда — это долгосрочные отношения, долгосрочные планы, ждет перемен. Скорее всего, решится вопрос вот с этой мечевой королевой. У кого-то это не прям соперница, а, возможно, там коллега, либо официальное лицо, от которого человек зависит, либо, возможно, бывшая, которая там документы не подписывает. Но тот, на кого мы с вами смотрим, он рассчитывает на долгосрочные отношения с вами. Решаться проблемы, вопросы, которые не в полной мере от него зависят. И все он вам даст, все, на что вы рассчитываете, все, чего он только может вам обещать, и все, что только может вас порадовать. Будут перемены, которые обязательно приведут вас к желанному формату отношений, потому что он на самом деле не хочет вас терять. Просто вот то,
обстоятельство, которое на сегодняшний день актуально, оно действительно для него важно и значимо. Но вот вас он очень ценит и воспринимает как такой свой вот подарок судьбы. Благодарю двоечек. Давайте пойдем к третьей позиции, поговорим с его душой. Чувства и желания на подсознании. Что думает о вас ваш загадный человек? Вас. Знаете, вы очень целеустремленная особа в его глазах. Он вас считает очень достойной девушкой, достойной женщиной. Но вместе с этой целеустремленностью вы очень осторожны. Вы не будете действовать неосмотрительно. У вас есть опыт за плечами, вы ошибались, вы оступались. Именно поэтому теперь вы будете стараться максимально удерживать ситуацию под контролем для того, чтобы не наступить на те же грабли. А что он думает о ваших отношениях с ним? Что он думает о ваших с ним отношениях? Романтика. Положительные эмоции. Как-то, знаете, вот нет особого развития. И, скорее всего, этого развития нет по той причине, что вы очень осторожны. А он не хочет вас торопить, он хочет именно доставить вам удовольствие. И вот как раз тогда, когда вы поймете, что вам в отношениях с ним ничего не угрожает, он сделает решительный шаг навстречу. И нужно отметить, что это правильная тактика, правильная позиция. Потому что он видит вас очень осознанным человеком, очень осознанной девушкой, которая не будет бросаться, вот, знаете, вот из крайности в крайность, да, из одних отношений в другие. Вы уже сталкивались с какими-то такими не самыми приятными моментами в отношениях. Причем, вы знаете, возможно, даже в ваших отношениях, потому что здесь девятка жезлов — это как какой-то, знаете, не самый положительный опыт, но этот опыт мог быть и в прежних отношениях, и, возможно, между вами, между ним были какие-то недопонимания, которые нужно как-то вот нивелировать, которые нужно как-то вот сгладить. И он действительно готов за вами ухаживать, он понимает, что вам нужно время для того, чтобы залечить вот эти былые раны. Как только он поймет, что вы пришли в себя, да, очухались от этих потрясений, он сразу же сделает более решительные шаги вперед и, скорее всего, даже какую-то важную информацию вам сообщит, откроет. А какие чувства он к вам испытывает? Давайте посмотрим. Знаете, но нужно сказать, что он очень ориентирован на себя. Он видит в вас достойного партнера, он видит в вас достойного спутника, с которым, достойную спутницу, с которой можно выстраивать отношения. Но нужно сказать, что, скорее всего, в его жизни также был негативный опыт, вот как и у вас. У вас опыт ошибок прошлого, и у него то же самое. И даже у большинства здесь может отыграться, что вот эти болезненные отношения, болезненные ощущения из прошлого, они связаны с вами двумя. То есть это могло быть прям вот даже в ваших отношениях, когда хочется все забыть, когда хочется эти раны залечить, хочется друг друга простить. И он действительно готов вам все простить. Он любит себя, он очень себя ценит. Здесь здоровый эгоизм присутствует, но он испытывает чувство боли. А почему? Королева мечей. Но здесь действительно женщина причинила боль, и у кого-то это отыграется бывшая, да, у кого-то, если вы состояли ранее в отношениях с этим человеком, то вы ему боль причинили. Вы друг другу боль причинили, вот это вот девятка жезлов, вы ему, он вам. Вы друг друга ранили, вы друг друга обидели. И именно поэтому и вы осторожничаете, и он осторожничает. Но здесь есть намерение все простить. Десятка пентаклей — это осознание того, что партнерство, оно первостепенно. Я тебе все прощу. Мне было больно, но я тебе все прощу, потому что я вижу, что ты
мой родной близкий человек, мой близкий по духу человек, с которым действительно можно идти вперед в светлое будущее, к новым таким, вот знаете, плодотворным, плодородным берегам. А каких отношений он с вами хочет? Давайте посмотрим. Каких отношений он с вами хочет? Союз, двойка кубков, любовь, счастье, партнерство, семья. Ой, смотрите, карта повешенной. Здесь, ой, император. Вот в этой колоде повешенный, он, посмотрите, он делает такой трюк, да, делает сальто на этих лыжах. И из вот этого болезненного состояния он превращается в императора. Он готов быть вашим мужчиной, он готов быть вашим мужем, он готов брать на себя всю ответственность. Он считает, что нужен вам союз, нужно вот навстречу с открытым сердцем идти друг к другу, залечить все былые раны и сделать вот этот вот финт ушами, да, карта повешенный. Это умение посмотреть на все происходящее с другой стороны, как-то обойти, да, где-то в чем-то уступить. Но в данном случае в этой колоде эта карта, она даже вот похожа на птицу Феникс, когда человек из тупиковой ситуации умеет найти максимально благоприятный, благополучный выход, как птица Феникс возродиться. И посмотрите, он в императора выходит. Это прекрасная карта, которая говорит о том, что мужчина готов брать ответственность, и он хочет действительно серьезных отношений. Только смотрите, здесь вот король мечей на обороте. Это символ того, что все будет, как я скажу. Я все равно буду все решать. И тот случай, который причинил мне боль, он меня многому научил. Он сделал меня умнее, сделал меня сильнее. Поэтому действительно хочет серьезных, самых, что ни на есть, серьезных отношений с вами. А куда его ведет интуиция и подсознание? Куда его ведет его интуиция и подсознание? Преодолеть трудности, боль преодолеть. Здесь не просто было вам, здесь вы наломали дров, но страшный суд — это, знаете, как перерождение, возрождение того, что было. Возрождение того, что было. Просто, знаете, вот здесь вот эта четверка кубков, четверка мечей, они несколько затормаживают ход событий, они несколько затормаживают, потому что нужно суметь отдохнуть, нужно суметь действительно залечить вот эти раны. Но он эти раны залечивать готов, причем и свои, и ваши. Поэтому, ну, посмотрите, карта маг, все в ваших руках. На самом деле здесь есть к чему стремиться. Третья позиция. Много боли, много ошибок. Скорее всего, друг друга покусали, друг друга поранили. У большинства вот именно так отыграется, что причинили друг другу боль. Теперь нужно простить. Понять, простить и, преодолевая трудности, идти вперед. Не всегда понимает четверку кубков, не знает, как уже, знаете, вот и так пробовал, хочется чего-то такого действенного. А самое действенное пока еще не придумал. Но здесь все в ваших руках, у троечек все скорее всего сложится и получится, потому что здесь очень целеустремленный человек и очень сильный. И он верит в вас, он верит в себя. И нужно отметить, что здесь очень все, знаете, вот как кармические отношения на уровне больше прагматики, стараний, преодоления трудностей. Очень мало кубковых карт, которые говорили бы о каких-то вот бабочках в животе, об иллюзии. В целом здесь вот двойка кубков — это осознание того, что должен быть между вами союз. Все остальное основывается вот именно на здравом смысле и на прагматике, на понимании того, что происходит. Вот такие троечки. Буду благодарна всем за обратную связь. Очень приятно, что интересны для вас эти расклады. Хотелось бы больше обратной связи, хотелось бы больше понимания, как у кого что отыгрывается. Я благодарю всех за просмотр, благодарю всех за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.